спасибо тем, кто при выстрелах ставит прямую руку. Живая камера позволяет иногда экономить. Когда мы делаем силуэт, не одинаковый с разных сторон от персонажа. Вот чувствуете, просто аниме какое-то. Не надо уж так прям жалеть аниматоров. Как я уже сказал, многие спишут на клише. Но здесь это полезно с двух точек зрения. Нужно сказать про этот удар. Да, смотрится не так эффектно, как тот удар. Но здесь... Я с этого момента горел просто жутко. Всем привет, меня зовут Арсений Заничковский, можно просто Арс Заян. Я сеньор cinematic артист и режиссер, работаю в геймдеве. И сегодня у нас необычный выпуск. Аж 1,5 часа разбираем начало Resident Evil 3 Remake. А именно синематику и анимацию. И сегодня у меня в гостях мой хороший товарищ и классный 3D-аниматор Леша Титов, с которым мы вместе работали на проекте Expanse Osiris Reborn. Всем привет, меня зовут Леша Титов. Сегодня в гостях у Арса буду отвечать за духоту реалистичных анимаций. Мы вместе понаслаждаемся позингом и ритмом, а также парем с некоторых тупых прогибов. Чего? Поделикатнее. А также вместе отметим некоторые типичные косяки, встречающиеся даже у дорогих проектов. Поговорим про то, где прячутся опасные продакшн-решения, как можно состыковать бесшовно геймплей и катсцену, как с помощью живой камеры и визуальных эффектов можно скрыть технические ограничения, как некоторые сцены могли быть сняты на макап-сессии, и даже попробуем некоторые ситуации переложить на логику Unreal Engine, но без закапывания в детали. Заваривайте огромную кастрюлю кофе, будет много разбора и, я надеюсь, интересного для вас контента. Погнали! Итак, самый главный дисклеймер сегодняшнего разбора — это то, что ребята из Capcom собирали все это на движке RE Engine. Я не знаю, что там у него под капотом. Бог помощь, да, бог помощь, верно Леша говорит, но я буду все оценивать с точки зрения, как бы, допустим, я бы сделал в Unreal Engine, да. Это более популярный инструмент и понятный для использования массовой аудитории. Ну что, погнали. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Начну с банальных вещей, которые важно всегда проговаривать. Это точка входа в катсцену. Самый лучший старт для катсцены — это какая-то точка интеракта. Легко подхватить камеру, легко состыковать геймплейную позу с катсценовой позой. И проще всего это делать через какое-то очевидное действие игрока. Взял телефон, нажал кнопку, переключил рычаг и так далее. Плюс ко всему, вы понимаете, где эта точка интеракта, и можете вот эту геймплейную камеру от третьего лица красиво состыковать с кинематографической cinematic камерой. Самый важный плюс интеракта — это то, что игрок сам запускает катсцену. Он становится триггером, а не мы его агрессивно подхватываем, как вот здесь это и происходит. Да. Я пару слов добавлю здесь, потому что здесь, конечно, в целом-то вроде все неплохо, но вот это вот проскальзывание по полу, вот это вот по тазу. Я понимаю, что интеракт запустился вот из той точки. Как бы она должна оказаться здесь около телефона. И после этого с ним повзаимодействовать. Но у нее есть время пока ее тащит по полу. Она будет поднимать руку к телефону. Но самое важное это не это. Самое важное то, что потом камера наедет на нее, давая более крупный план. Чтобы вот не было видно просто, как у нее туловище едет вдоль стола, можно камерой наехать чуть раньше. Вот тогда мы не будем этого видеть. Если переносить на рельсы Unreal Engine,
да, то есть такой инструмент motion warping, да, когда root при каком-то взаимодействии, да, мы берем рутовую кость нашего геймплейной сущности и подтягиваем в нужную точку, чтобы запустить нужную нам анимацию, ну и далее вот катсцену. Это не то, что прям режет глаз, но вот здесь далее, да, Леша верно подсветил, такая бы крупность кадра реально бы скрыла лучше вот это скольжение. Мы просто бы не увидели то, что ее тянет вдоль стола. Как бы, потому что как бы видели бы только верхнюю часть. Как она там подошла именно, мы не знаем. Да, тут еще дополню, во многих играх, то, что вот даже у Capcom, вот Dead Space я смотрел, всегда есть вот это скольжение, потому что игрок может поинтерактить за метр до этого телефона, может быть под углом каким-то неудобным, и это неизбежный момент. Если закопаться глубже, на примере Unreal Engine 5 и 7, то есть такой проект Game Animation Sample, и внутри него есть классный пример с блюпринтовыми персонажами, которые контактируют со скамейками. Причем они садятся с разных точек, с разных углов. И если залезть глубже, можно обнаружить Chooser Table. В нем запрятаны все анимационные монтажи для различных углов подхода. То есть можно настроить таким образом, чтобы при интеракте с предметом происходил анализ, с какой стороны, под каким углом подходит персонаж, и запускать соответствующий анимационный монтаж с нужной ноги, с нужного угла подхода, и затем только запускать синематик-сцену с нужной постановочной анимацией. Я больше скажу, ребята из CD Projekt Red разработали специальный инструмент под Unreal Engine, который позволяет качественно стыковать геймплейную анимацию с катсценой внутри стандартного Unreal Engine секвенсора. Как вы можете заметить, здесь такой же подход, как и в примере с скамейками, где учитывались разные углы подхода геймплейного персонажа, и затем качественный бленд смешения геймплейной анимации с катсценовой анимацией. И крутость в том, что это происходит внутри катсцены секвенсора. Отключается анимационная логика персонажа, которая плавно перетекает в анимационную логику катсцены. Вот здесь я уверен, что это не преднамеренный момент. Я говорю вот про ассет на весь экран. Скорее всего, у Capcom это просто случайно вышло, отлетело. Ну, может быть, немножко камеру подправили. Вряд ли они пытались что-то скрыть, но я бы этот момент использовал. Допустим, чтобы склеить разные куски сложной анимации или motion capture записи. Выглядит органично, и заодно удешевляем там работу для аниматоров. Но только в том случае, если аниматор заранее знает, что вы будете перекрывать камеру эффектами или какими-то объектами. Иначе, скорее всего, мы по-честному сделаем вот все то, что там как она должна падать, все сделаем хорошо, а потом узнаем, что там был объект на весь экран, да, или дым, или еще что-то. Вот. Но в целом это сильно облегчает задачу. Кажется, был интересный момент, как она падает на пол. Да, здесь какой есть момент. Вот если мы сейчас вот отсюда. Ну-ка. Оп. Как она переворачивается скорее. Она довольно долго откатывается на спину, а потом внезапно быстро откатывается обратно. Вот. При этом она не отталкивается рукой, как бы у нее нету импульса на обратно. И мы либо делаем... По-хорошему здесь нужно немножечко поретаймить, и либо сделать так, что она быстро на спину и вот с такой же скоростью обратно, либо что она медленнее откатывается обратно. Либо еще лучше. Идея была в том, что она оттолкнулась локтем, но мы этого не увидели. И мы не видим, чтобы она отталкивалась локтем, но при этом она после этого довольно быстро переворачивается обратно. И я понимаю, что как бы большая прекрасная идея это в том, чтобы здесь оставить ее в красивой позе и показать нам, как главгад входит в комнату. Слушай, я тебя поддержу. У меня создалось впечатление со второго раза, когда смотрел, что как будто ее вот прям тянут, да, за эту руку с той стороны. Мне дальше, что нравится вообще в этой сцене, это то, как работает камера. Здесь, вот по всей последовательности этих сцен в начале игры, используется такой прием, как живой оператор. Поведение камеры имитирует поведение реального оператора, да, как будто он стоит с камерой и реально вот
участвует в этом процессе, словно он снимает какую-то репортажную, документальную съемку. Что это дает? Ну, во-первых, ощущение реализма, присутствия. Ты вот здесь сейчас вместе с этой героиней участвуешь в этой экшн-сцене, да, следишь за ней. Второй момент, то что вот эта живая камера позволяет иногда экономить. Почему? Потому что иногда она запаздывает. Если бы камера двигалась идеально в синхрон со сложными движениями персонажей, ну, во-первых, это бы не ощущалось естественно, реалистично, а во-вторых, мы не могли бы, особенно аниматоры, скрыть какие-то сложные там контактные анимации и прочее. А благодаря тому, что камера немножко запаздывает, как здесь, да, это буквально несколько фреймов, но все равно дает свое ощущение, да, то есть происходит удар, уже Джилл отлетела, как она там стыкуется со стенкой, как это контактируется с ботинком, какая у нее поза, мы этого не видим, потому что оператор, он вот реально не успевает среагировать. Камеру уже похвалили, я не буду второй раз хвалить камеру. Очень смачный, очень сочный, хороший удар, и при этом довольно странное приземление. То есть, с одной стороны, что мы здесь имеем? Так же, как в прошлый раз после падения. Мы здесь имеем красивые позы с негативным пространством. Поза хорошо читается. Как бы вот это вот все. Вот. То есть, если мы представим, как бы, что здесь не тело, а там черное пятно на белом фоне, вот, то ты прям себе можешь хорошо представить, как бы, что с персонажем происходит. Ты хорошо, отчетливо видишь, как бы, контуры все. Но в позу пришли красиво. И ударились красиво. Но здесь есть ощущение, как будто она такая... Ее сильно ударили, она упала и всю инерцию погасила сразу. Нету каких-то вторичных движений. Там ноги, руки, как бы, чтобы ее немножечко вниз пригасило. То есть она как будто бы упала резко, но аккуратно. Слушай, Лёш, а вот позволь уточнить, я думаю, зрителям тоже это будет интересно. Ты отметил про негативное пространство. Я с этим термином больше сталкиваюсь в контексте там левел-арта, когда есть негативное пространство или в рамках композиции кадра, да. А что имел в виду насчет вот позы анимационной и негативного пространства? Я так понимаю, речь идет о том, что мы видим какой-то там задний план и считываем вот эту позу, или о чем идет речь? Негативное пространство — это тема еще из мультипликационной анимации, то есть старый 2D-шный. Вот. А там это прям было супер важно, потому что идея была основана на том, что, как бы, что мы, сделав, как бы, персонажа просто как пятном, мы должны считывать по силуэту, что с ним происходит. Здесь нам позволительно, как бы, чуть больше. Здесь отлично видим как раз вот этого кусочка негативного пространства, вот это вот разделение ног. Вот здесь мы видим, в какой у нас позе персонаж. И по самой позе еще, как бы, тоже достаточно важный момент. Когда мы делаем силуэт не одинаковый с разных сторон от персонажа. То есть с этой стороны у нас будет более простой силуэт, более ровная одна линия. А с этой стороны он будет какой-то вот такой вот, более сложный, с большим количеством деталей. И здесь по позам, как бы, это будет часто замечаться. Это работает хорошо в фотографиях, это работает хорошо в анимациях на ключевых позах, которые, вот, собственно, вот это является. Именно поэтому это выглядит и реалистично, и вкусно. Слушай, это вообще замечательная штука. Я не сталкивался с этим термином. Тут тогда просигнализирую коллегам по Cinematic цеху, чтобы не обесценить большой труд анимационного отдела. Тут еще важно это подкрепить и в самом пространстве игры с помощью света, ассетов, материалов, потому что силуэт в итоге может не сочетаться. Например, честно скажу, здесь цвет, тональность этого пола, она близка к оттенку джинсы, ботинок Джилл и немножко теряется. Но освещение вот этой доски, да, с бумажками, с расследованием, плюс материал этой доски, освещение, то, что здесь лампы, да, направляют четко, выделяют ее силуэт, и вот затраты анимационного дела здесь как раз-таки выстреливают в полную. И Cinematic специалисту важно за этим следить,
уже независимо от масштаба производства, будь то это инди-производство, он сам там может подкорректировать ассеты, выставить цвет как удобно, или большое производство, договориться с другими отделами, что вот тут нам нужно правильно высветить, чтобы сработала идея. What the hell is that thing? Я не могу про это не сказать. И здесь прям все очень вкусно. Во-первых, по позе. Спасибо тем, кто при выстрелах ставит прямую руку. Это правильно, и это очень хорошо. Всегда, когда в выстрелах я вижу это вот так вот, это выглядит странно. Пару слов про позинг, да. Мы здесь видим локоть на силуэте, прямая рука к пистолету, плечики приподняты, что хорошо. По лицу, бровями можно было, конечно, что-то еще сделать поинтереснее. Но два важных элемента — это глаза и рот. Глаза. Мы когда немножечко вот так вот топорщим глаза, округляем, что становится много белка видно. Вот. У нас создает ощущение какой-то экстренной ситуации, что происходит что-то такое. За счет глаз считываем, что она напугана. А рот по сжатым зубам мы понимаем, что при этом она еще готова решительно что-то делать, потому что зубы у нее сомкнуты. Не вот как я сейчас показал вот этот испуг, вот, а все-таки она пытается что-то делать. Немножечко про дорогое и богатое, это про отлетание затвора, вылетающие гильзы. Это прям на все деньги было сделано, любо-дорого смотреть. Я тут от себя добавлю, если позволишь, вот именно в этом моменте немножко, именно с точки зрения синематики, что классно еще. Происходит динамичный экшен. Там. Пух, дух. С точки зрения реалистичной экшен-постановки, конечно же, возникают вопросы. А Немезис так долго стоял на него, смотрел и ничего не делал. Но с точки зрения динамики, режиссуры, сцены, ее ритма и считывания реакции героини на этого нового врага, это классно. То есть надо дать передышку зрителю, был экшен-сегмент динамичный. Нужно посмотреть, что испытывает героиня, и можно иногда в такие моменты забить на логику, потому что тебя берет эмоции. Уж если профессиональная наемница так испугалась, так значит этот персонаж реально, опасен. В моменте, который меня тут покоробил, я постараюсь с ним очень быстро. Он очень жестко хватает Джилл. Сейчас я найду этот прекрасный момент. Я, конечно, понимаю, что это такие мелочи, я сейчас пиксель-хантингом занимаюсь, да, но, в случаях, если у вас светлый фон, и вот такие вот все вещи будут просвечивать. Светлый фон шикарно работал, когда мы сейчас показывали позу, когда мы смотрим на позу, на контур и так далее. Но это может выйти боком вот в таких случаях. Если у вас быстрая сцена, и вы там как-то жестко хватаете, не хотите прям до мелочей проработать контакт, то здесь, так как тело у нас довольно мягкое, уместнее даже втопить немножечко руку в тело, но не оставлять вот таких вот зазоров. Потому что он ее жестко взял, поднял, а при этом мы видим просвет между пальцами и лопаткой. Конечно, это пиксель-хантинг, но такие сценки всегда будут потом разбирать, пересматривать десятки раз. Из экономных решений, как синематик-специалистам, можно тут помочь аниматору. Опять же, здесь у нас есть классный прием с ручным оператором. Чтобы лишний раз там не править анимацию, здесь можно попросту еще сильнее вот это запаздывание движения выкрутить. Я имею в виду, здесь оно уже есть, то есть камера не следит идеально за головой Джилл, да, а с запаздывающей реакцией двигается на уровне ее груди. Вот. Но, в принципе, учитывая вот этот контакт, да, можно было бы, допустим, еще ниже расположить камеру,
и как раз избежать вот этого момента с просветом. По поводу вот этой сценки, мне тут безумно нравится, незаметно, как работает камера. Это уже на самом деле не только синематика, это уже коллаборация синематики и анимации. То, что камера может усилить некоторые движения анимационные. Здесь есть, например, скрытый зум, да, то есть меняется оптика, так оп-оп-оп, незаметно, допустим, где-то от более широкоугольной оптики, там, допустим, от 18 миллиметров, да, потому что здесь чувствуется, что все-таки широкоугольный объектив, и в моменте вот здесь можно заметить, как даже немножко пространство исказилось, потому что стал более портретный объектив в районе где-то 35 миллиметров. И это помогает не только детальнее, опять же таки, рассмотреть противника, а здесь важен был акцент, посмотреть, как разлетаются вот эти партиклы, как его импульс происходит у головы, но и также вот это зумирование, изменение оптики помогает подготовить зрителя к следующему действию, именно анимационному. Жух, бух, вот чувствуете просто аниме какое-то. То есть мы увеличили оптику 35 миллиметров, оп, подняли, бэнч, и все это стало более широкоугольным. То есть анимационно очень круто, сочно сделано. И камера усилила вот этот импакт, удар, отлет. Плюс ко всему, благодаря тому, что изменяется оптика, особенно на таком броске, лучше считывается пространство, вот это динамичное движение, потому что более широкий угол, у нас не так сжимается задний план с передним, и вот эта динамика броска сильнее ощущается. То есть такая разница перспектив создает псевдоускоренное действие. Тут, возможно, Леша как раз-таки дополнит с точки зрения анимации. В целом здесь очень хорошо сделано по темпу. То есть он поднял, потом у него прям подготовочка, когда он поднял, а потом приподнял еще и бросил вниз. И как бы это идет в одном темпе, потом следующий удар. Бах! Быстрый. Пауза. Бах! Еще один быстрый удар. Вот. И мы убегаем. Причем, ну как бы убегаем мы уже не так быстро. То есть очень хорошо разбит темп. То есть она стреляет, как бы это все происходит достаточно медленно, потом как бы происходит разгон, когда он ее приподнимает еще немножко, швыряет вниз, и дальше уже как бы с разным темпом пум-пум-пум. А я тут, кстати, отмечу, влезу опять же насчет упрощения трудозатрат различных отделов. Мне очень нравится вот этот момент. Бум! Резкость движений Немезиса с этим ударом ногой. Плюс, опять же, вот эти запоздалые движения камеры помогают не детализировать разрушайку в сцене, потому что разрушайка — это всегда дорого. Здесь, конечно, это немножечко, да-да, уже отдает аниме. Да-да-да. Плюс еще, да-да-да, точно, Леш, спасибо. Плюс еще дымочек, вот это все, оно скрывает вот эту детализацию разрушайки. Предположу, как бы я, допустим, сделал, чтобы сэкономить трудозатраты в FX отдела. Вот это куски дерева, пола, это не честное разрушение, да, пола, а это смена двух состояний. То есть был там несколько кадров назад просто обычный пол, потом резкий удар, запоздала камера, чух, и уже резко появляются с павнем, да, вот эти доски. И обмазываем все это дымком, щепками, чтобы создать вот это ощущение честного разрушения. Но если приглядеться, я сейчас не буду на этом долго закапываться, тут у них все-таки есть ощущение, что эти доски анимированы немного. Вот. Но опять же таки в динамике на этом можно классно сэкономить. Здесь хорошо еще играет просто то, что камера вообще не занимает статичного положения. Камера постоянно куда-то двигается, она двигается при этом осознанно. Вот. И поэтому как бы нету необходимости под статичную камеру делать то есть оживление силуэта, когда мы понимаем, что деревяшки только что по которым ударили, они должны еще как-то свибрировать. И здесь как бы камера поехала дальше, мы как бы дым при этом, да, вот. Мы можем этого и не увидеть. Там мне очень дальше нравится момент с дверью. Вот его точно хочется рассмотреть. Мне очень нравится этот момент, потому что здесь как раз-таки происходит переход в геймплей из катсцены. И он такой органичный, благодаря вот этому удару Немезиса. То есть, по сути, удар в дверь
становится триггером возврата персонажа в геймплей. Он выталкивает Джилл, не только Джилл, но и камеру в нужную позицию, которая идеально совпадает с геймплейной постановкой, потому что тут важно под конец катсцены, в момент возврата геймплея, ставить камеру на тот ракурс, которым игрок дальше нужно побежать. Особенно в такой динамичной экшн-сцене, потому что у игрока не будет времени там разворачиваться, понимать, куда идти. Синематик-специалист должен тут помочь геймдизайну. Я здесь скорее это подушню немножко. Вот. Откровенно не знаю, в какой момент здесь отдают управление игроку. Возможно, его отдали раньше, тогда в целом, наверное, все неплохо. Но за счет того, что у нас камера доезжает за спину и показывает там коридор, когда она доезжает, Джилл уже в айдловой позе, из которой она готова бежать. Здесь получается так, что либо если они до того, как камера доехала, уже отдали управление, и просто в этот момент игрок ничего не делал, тогда в целом все хорошо. Если игрок в этот же момент нажмет вперед, то у нас будет как раз ощущение непрерывности движения за счет того, что камера еще доезжает на коридор, а игрок уже может бежать. Или делать это еще немножечко подороже, а-ля как делали в Last of Us, что мне очень нравилось. Пока у нас доезжает камера, мы еще не отдаем управление, персонаж вылетает сюда, может быть, там наткнется на стол, вот на этот, еще что-то, и начинает бежать не за счет управления игрока, а просто мы задаем какой-то стартовый разгон. Но если в этот момент игрок уже в суматохе начинает жать, такой, давай, конечно, вперед, беги, Джилл, беги, вот, то в данном случае тогда вот эта вот разгонная скорость, она просто подхватывается блендом, и она бежит дальше. И у тебя ощущение такое, как будто ты ее прям от самой двери потащил в бег. А если ты не нажал вперед, то у нее это просто стартовая скорость гасится, и она останавливается. Она начала бежать, а потом остановилась. И тогда ты уже можешь понять, что как бы а что это остановились-то? Это бежать надо. Немножечко подороже, но ощущение будет, наверное, получше. Тут, на самом деле, я единственное, что подушню. Здесь вот этот кусочек геймплея очень небольшой, дальше снова идет синематик момент. Но все равно классный синематик момент. Опять экономия на всем, чем можно. Бенч. Что здесь классно? У нас опять запоздалый оператор, я сегодня буду часто о нем говорить, потому что это очень классный здесь прием. Сцены нам намеренно не показывают момент, как Немезис берет, отрывает ассет, вот этот огромный кусок стены, как замахивается, бросает. Ассет уже находится в полете, и камера разворачивается к Немезису именно в этот момент. Первое, экономия на анимации, то, как он вытаскивает этот ассет, на VFX, на разрушайке, на таймингах сцены. Сцена напряженная, нам нужно действовать быстро, а вот эту всю фазу подготовки нам нет смысла показывать. Но чтобы уж совсем не халтурить, да, тут есть явный звук. И на самом деле даже драматургически это прикольнее работает. Бабых. Да, то есть что-то оторвалось, что-то произошло. И мы уже с героиней, вот этим живым императором, успеваем посмотреть на неожиданный вот этот прилетающий ассет. Это даже лучше сработать, нежели бы там вот эта вся фаза подготовки. Более появляется обоснование, почему она поворачивается. Мы, как игрок, и, Джилл, мы слышим звук, она поворачивается, и вслед за ней поворачивается камера, и мы уже видим, что происходит. Это верное замечание, потому что всегда интереснее реакшн. Ну и немножко в дополнение про VFX, опять же таки, тут не показывается сложная там разрушайка вот этого огромного куска стены, есть только вот эти кирпичики, да, какие-то партиклы с физикой, которые упали вместе с дымком, конечно, куда же без дымка. Они создают ощущение, что произошло разрушение за кадром, плюс саунд-дизайн, и все складывается. И не нужно в деталях показывать. Нам тут важнее, где враг, в какой позе персонаж, в каком он состоянии, потому что это угроза номер один с режиссерской точки зрения. Кстати, раз уж ты про позу говоришь, вот здесь опять все это соблюдено. Мы очень хорошо можем считать позу, потому что вот негативное пространство. Слушай, на самом деле тут и классная и Немезис, да, учитывая какая динамика сцены. Все очень быстро происходит. Мы четко считываем Немезиса благодаря тому, что тут есть такой источник света, причем с дымком, такой volumetric light, который хорошо подчеркивает его силуэтик.
Мне есть что сказать про шкаф. Мне тоже. Ну давай. Давай я, наверное, у тебя спрошу. Мы немножечко это как-то по подкасте. Ну вот. Скажи-ка, Арсений, ты ощущаешь, что шкаф тяжелый? Подловил. Давай вот посмотрим еще разок. Слушай, вот со второго раза, когда смотрю, она звуком, то есть актерски отыгрывает, что ей тяжело, но с точки зрения анимации, как тело реагирует, корпус, я не ощущаю, что вот оно какой-то супер огромный тяжелый деревянный шкаф сейчас падает. Ты все правильно заметил, как бы звуки работают здесь отлично, камера шейк работает отлично, то есть он упал и нам так встряхнули мы, вот. А то, что нам ее потом показывают крупным планом, как она дышит тяжело, это отлично, как бы, опять же, в силуэте здесь все есть, все прекрасно, но у меня вопрос к тому, как она именно заваливает шкаф. Как у нас происходит со шкафом? Я не знаю, если кто-нибудь пытался когда-нибудь завалить шкаф, попробуйте. Вот. Шкаф довольно тяжело заваливать именно в самом начале, потому что нам нужно как бы всю эту махину сместить ей центр тяжести, чтобы она наклонилась и потом начала падать. Как бы. То есть в самом начале это прям идет тяжело, мы должны упереться. Нам нужно здесь дать время на то, чтобы оторвать угол шкафа. Это должно быть тяжело, вот. Но чем ближе мы где-то к 45 градусам наклона, тем как бы это быстрее идет. После 45 градусов наклона, соответственно, он уже падает сам. И здесь не хватает именно вот этого стартовой тяжести и потом ускорения в конце. Хотя как бы камера шейк нам вроде показывает, что там все тяжело приземлилось. На самом деле важный момент, и тут уже не только вопрос к анимации и синематике, но и к motion capture performance. Предполагаю, что на записи тут ощущается, что вот этот шкаф, он равномерно падает. Вот я сейчас пересматриваю. Он довольно линейный. Да, линейное падение, то есть, да, классный камера шейк, но сам ассет чувствуется, что на площадке, на motion capture сессии это был какой-то не тяжелый объект, и поэтому он линейно упал, и сама боди-механика актрисы отыграла соответствующим образом. Вы прям хотите еще показать, что прям он, ну вот прям реально тяжелый? Дайте тогда возможность сделать, например, первый рывок, когда она пытается сдвинуть и не может, и потом, когда она уже упирается и сдвигает. Сделайте вот это вот. Никак. Бам! Вот, и это будет хорошо. И, соответственно, как бы падать он должен как бы с ускорением. То есть медленно-медленно, и потом все дальше с ускорением. Я еще отмечу, что такие анимации, они часто встречаются. Тут важно это как можно раньше правильно подойти к этому процессу. Уже на этапе motion capture сессии. Реальные объекты таскать на сессии, это очень долго. Там перетаскивать реальный шкаф, потому что у вас сессия идет, вам нужно быстро менять площадку, какие-то ассеты, поэтому выставляют какие-то простые коробки. И тут что может помочь, если бюджетно подходить к вопросу, если вы суперпрофессионал motion capture... Аниматор с прямыми руками. Ну, представим, что у нас нет аниматоров с прямыми руками. Ладно, извините. Вот. На самом деле, если вы профессиональный актер, то, конечно, вы должны уметь боди-механикой все отыграть. Допустим, я не профессиональный актер. И я бы тут попросил коллегу, чтобы он стал, так сказать, моим сопротивлением, имитировал тот самый шкаф. То есть я бы схватился, допустим, за его руку, и он бы, наоборот, против меня бы работал, а я пытался бы его сдвинуть. И в какой-то момент бы он отпустил руку, имитируя уже реальное падение. И уже по физике лучше будет. И я надеюсь, аниматоры потом только спасибо скажут, что более естественное движение. Или если вы хотите такое снять, у вас есть даже хотя бы просто легкий икеевский шкаф, попросите товарища упереться с другой стороны в него плечом. Кстати, да. Но главное, чтобы он у вас по полу не поехал в другую сторону. Кстати, я тут отмечу, мне очень нравится здесь вот этот момент. Вот сейчас. Опять же таки, дисклеймеры, я не знаю, что под капотом у RE Engine, у ребят Capcom. Как бы я сделал это в Unreal Engine? Вот у меня была катсцена с катсценовой сущностью, да, то есть в Unreal Engine логика анимационная в катсцене отличается от Animation Blueprint и его мувмента в геймплее.
И состыковать катсценную анимацию с геймплеем, это еще та проблема. И здесь что делают ребята? И я бы так сделал в Unreal Engine. Вот этот момент. Ведь вот здесь можно легко. Все, у нас пропадает персонаж, и мы легко заменяем катсценовую сущность на геймплейную сущность. И не нужны дорогие бесшовные переходы. Очень классно. И органично, благодаря вот этой динамике падения шкафа, камера шейку камеры, все это выстраивается очень комфортно по восприятию. Out of here. What the hell? No way. Out of here. What the hell? Это сейчас было лениво. Покажу еще раз и объясню. А почему? Я почти уверен, что у нее как бы в остальной игре практически вот есть такой же перепрыг через какие-нибудь препятствия или окошки. Что я имею в виду здесь ленивого? Она бежит побитая. Ей тяжело. У нее одна рука свесилась, другой она держится живот. А потом она такая, легонечко такая, о, это паркур! Вот. И перепрыгивает через окошко. Ну, все-таки, как бы, сделать вот это не обязательно делать прям переваливание через окно, но сделать его просто чуточку потяжелее, помедленнее, что как бы что ей вообще-то это сейчас сложно. Это недорого, это можно сделать. А так это чуть-чуть выбивается по движению. Ну давай предположим, окей, я согласен. Это очень хорошее замечание. Я, честно говоря, не заметил. Но почему они этого не сделали? Мое предположение, то что это уникальная ситуация. Я прошел весь третий резик и не припомню, где бы еще героиня вот так ранена, именно постановочно ранена, да, с этим айдлом передвигалась. И учитывая, что это уникальная ситуация, нужно ли там тратить ресурсы аниматоров на уникальную вот эту анимацию траверсала? Хотя, я тут сразу еще добавлю момент, сразу пока мысль не убежала, позволь. С другой стороны, у нас есть кейсы, сейчас под рукой нет футажиков, но если что, я запишу, они вот здесь появятся. Есть кейсы, когда здоровье персонажа падает, и он передвигается по-другому, но, кажется, в моменты траверсалов там также он бодро перепрыгивал. Думаю, да, а еще думаю, что ну, не надо уж так прям это жалеть аниматоров. Здесь сделать вот эту перепрыжку более тяжелой, ну, это все-таки даже не день работы, это пару часов. Вот. И прям можно прям из вот этого вида сделать просто более тяжелую. Окей, взяли на карандаш. О, а мы тут плавно продвигаемся к моему самому любимому моменту. Илюшиному тоже. Вообще классная последовательность. И с синематической точки зрения VFX, и все вообще жирный. Вот пока мы дальше не ушли, первое, я опять же буду озвучивать банальные вещи, но напоминать. Здесь не просто так вот такой узкий проход. Возвращаемся к истории про запуск катсцены. Бесшовный запуск катсцены. Вначале у нас была история с интерактом. Есть конкретная точка для запуска триггера бесшовного перехода в катсцену. Есть второй способ. Это какой-то bottleneck. Такая вот узкое горлышко. Да? То есть чем уже пространство, тем легче подхватить персонажа и органично из геймплейного ракурса перейти в синематик постановку. Очень рад, что это единственная слоумо сцена во всем вот этом отрезке, вот, потому что слоумо это хороший прием, но его надо все-таки как бы использовать с умом и не пихать на любые все быстрые элементы какие, что а посмотрите, как это мощно, эпически и красиво. Да, безусловно, это так и есть.
Но это так прекрасно ощущается, когда этот вот такой элемент на текущем отрезке, он один. Да, Зак Снайдер, один на сцену. Вот. Вот. И, ну, как бы, и здесь в момент, когда происходит вот вылет, здесь, ну, как бы, все постарались, все очень прям хорошо работает. Во-первых, как бы мы видим вот этого персонажа, вот он грузный, здоровый, тяжелый, вылетел. Мы видим отличнейше видим, как улетает Джилл. При этом все работает хорошо. Я немножечко сейчас позволю себе аниматорские штучки пощелкать по кадрам. То здесь на слоумо важно, чтобы, раз уж мы это применяем, чтобы было сильное разделение движения. То есть здесь мы это как раз вот видим. Оп, поехали. Плечи пошли наверх. Локти пошли наверх. Кисти пошли наверх. Плавное ощущение движения, что вот это вот происходит. Бум, волна пошла. Ну и в целом они слоумо еще вовремя отпустили, то есть что они не стали дожидаться, когда она совсем упадет, и как бы и дали ей ускорение к моменту, когда она должна уже шлепнуться. Нужно сказать про этот удар. Я его не понимаю. С одной стороны, я понимаю, что как бы здесь очень красивый позинг, да. Вот это все, это страшно. Вот это лапище, которое мы видим как бы на светлой дымке, вот, это страшно. Вот это лапище, это страшно. Он большой, он нависает над нами. Вот. Да. Вот. Но дальше мне вот это непонятно. То есть поза красивая, хорошо. Но дальше, если мы смотрим на эту позу, мы такие думаем, он хочет ее схватить. Он раскрыл широко ладонь, он хочет ее схватить. Дальше он сжимает все-таки руку в кулаке и бьет. И бьет. Ну вот если мы сейчас, я отщелкнусь вот сюда, сравнить скорость здесь, скорость здесь. Если до этого он прям такой, он прям боец, он пришел, чтобы убивать, то здесь это, короче, дядя Вова, судя по всему, уже немножечко даты, вот, который пытается тебе нанести колхозный удар. Почему-то, короче, он здесь стал медленнее. И здесь нельзя объяснить это вот ракурсом. Хотя, опять же, как бы, ну, поза красивая. Слушай, Лёш, ну позволь, я тут Выступишь адвокатом Капкома? Да, вы не тут адвокатом, я с другой точки зрения хочу посмотреть. Ты верный момент подсветил, что это смотрится страшно. Рассуждая как синематик-специалист, там, с точки зрения режиссуры, если у меня встает выбор между реализмом, да, что вот больше, лучше ощущался ударом, и художественно эффектным моментом, да, вот как он выглядит, какой силуэт, какой он классно, вот прям все считывается круто, прям какой-то кадр из комикса, да, плюс еще вот эта дымка, отлично считываю вот этот силуэт пальцев. Я дам предпочтение художественной задумке. Да, смотрится не так эффектно, как в тот удар, но здесь синематик-специалисты поддержали это, усилили тем, что есть классный шейк камеры, который дополняет вот этот, усиливает вес взмаха вот этой лапищи. Поэтому всегда расставляйте приоритеты между вот анимацией, чтобы это смотрелось органично, хорошо усилился удар, но и вашей художественной задумки. Здесь вся вот эта последовательность, начиная с слоу-моушена, вот этот замах, и вот сейчас далее еще будет классный момент, это больше про художественный такой вот эффектный момент. Исключительно так, я полностью согласен. К слову о клише. Я не особо люблю такие моменты, все их не любят в боевиках и прочее, когда злодей вот идет такой типа не спеша, еще попутно рассказывает свой план действий. Вот здесь он самый. Но не все просто так. В общем, медлительность происходящего. Как я уже сказал, многие спишут на клише. Но здесь это полезно с двух точек зрения. Первое. Опять же таки, дать небольшую паузу. У нас тут динамичный момент был. Падение, взмах, резкий кувырок,
она убегает, резкое движение камеры. Зрителю иногда нужно выдохнуть и успеть оценить вообще, что происходит. Да. Что собирается сделать персонаж. Плюс здесь, назовем это так, появляется новая механика, только в рамках катсцены, да, синематик механика. У персонажа он показывает вот это щупальце. Я до этого не видел. Это что-то новое. И поэтому здесь оператор... Любитель хинда руки на стол, да? Да-да-да. Вот, тентакли и прочее. Вот. Нужно дать вот зрителю успеть проанализировать эту новую информацию, и дальше это выстреливает. Я добавлю здесь, что вообще, вот как раз, несмотря на то, что, да, это все происходит медленно, у меня вот как раз к этому моменту претензий вообще нету, потому что, на мой взгляд, темп выстроен очень хорошо. А именно в том плане, что темп поворота камеры все еще как бы показывает нам о том, что, как бы, что это происходит динамичная сцена, это все происходит достаточно быстро, при этом камера задерживается на этом моменте ровно настолько, чтобы мы успели посмотреть, что там происходит. То есть, опять же, давайте я снова как бы похвалю, да, здесь как бы все очень хорошо по силуэту. Очень хорошо видно, очень как бы хорошо выделены акценты. Мы точно будем смотреть вот сюда, что здесь происходит какая-то сложная, опасная, жуткая история. И нам повернули, показали и быстро отвернули. Вот это хороший пример, как бы, как по темпу можно делать. Там, на самом деле, потом будет немножечко более плохой пример, но вот этот пример хороший. Здесь явно была как бы во главе угла это позинг под камеру и художественная цена, потому что мы, когда делаем под камеру, мы зачастую делаем вот это вот, выводим на силуэт конечности, в особенности, например, там локти, колени, что-то еще, чтобы силуэт хорошо считывался. И он здесь и правда хорошо считывается. Вот. Но есть нюанс. Если вот посмотреть вот эту позу, и потом, когда камера чуть-чуть проедет дальше, вот эту позу, локоть почему-то очень сильно повернулся. Кроме того, что проехала камера, у него на самом деле никаких импульсов для этого поворота нет. И вот это вот положение, оно как бы не очень физичное и похоже на танец маленьких утят. То есть вот это, когда у нас как раз камера повернулась, и вот здесь вот как раз все остро, мы это все видим, все отлично, прекрасно, хорошо, как бы человек страдает. Как бы здесь вывели так, потому что как бы камера уже повернулась. А там было, локоть был вывернут так, потому что камера была с другого ракурса. Хотя как бы это было бы не очень физично. Синематики такой позволяет. И здесь я, наверное, скажу, что как бы что да, так и надо было сделать. Но в других ситуациях, если мы можем как бы посмотреть на подобные же вещи с разных углов, если у вас какие-то геймплейные вещи или еще что-то, то, конечно, надо в первую очередь следить за физичностью. Себя тут дополню, что это еще вдвойне усиливается. Вот этот момент, да, который ты обрисовывал. У Джилл майка. Мы очень хорошо считываем, как вот мышцы, как вот рука расположена. То есть, если бы здесь была какая-то там одежда или броня, или еще что-то, все было скрыто, возможно, это бы не так сильно резало. В отличие от того, что у нас есть четкая, яркая вот эта кожа, рука, и мы это прям бросается в глаза. В принципе, как бы если не гнаться за остротой силуэта, то она могла бы просто руку немножечко дольше подержать вот там в глубине живота, как это было вот здесь. Не сдвигать ее сюда. При этом, тем более, что это немножечко сейчас нарочито выглядело, когда смотришь и еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот. То есть подержать чуть глубже, а когда камера поменяла ракурс, уже вывести сюда. Вот, это тоже был бы вариант. Возвращаясь к истории про то, как мы нахваливали здесь вот этот момент. И к слову о том, что дальше это выстреливает. Вот он. Класс. Тентакли и прочие штуки. Вот я от себя скажу. Леша, если что-то меня дополнит. Все вот эти штуки, где куча костей, это какая-то органика, это супер дорого и сложно, особенно если она контактирует с человеческим персонажем. Здесь, опять же таки, все это и решили очень изящно. Контакт происходит за кадром. Мы отыгрываем лишь звуками и реакциями актрисы.
И хоп, мы уже показываем лишь момент, когда она уже все опутала, связала, не тратя ресурсы аниматоров на то, чтобы показать вот эту сложную контактную анимацию. Стопудово 2 пальца вверх. Е. Вот, потому что, ну, как бы такие штуки, их надо анимировать курвами, и это довольно тяжело, как бы, и далеко не все умеют. Как бы, если можно как бы не показать, и оно по задумке будет хорошо играться, вот, то лучше не показывать. Я по вот этому отрезочку чуть бы прошелся, потому что здесь есть нам что сказать. Вот в этой позе, когда ее хватает, пальчиком можно было бы добавить более такого цепляющегося эффекта, более жесткого, то есть выгнуть фаланги жестче, потому что она же очень хочет, чтобы ее не утащили. Не обязательно прям делать это сильно с перебором, что она начинает загребать руками, там еще что-то. Но достаточно просто как бы, посильнее подсогнуть пальцы, чтобы вот она пытается вкопаться. Ну и, честно говоря, вот эта ямка довольно выглядит странно. Потому что рука вытянута вперед, как бы мы не заваливаемся плечом сюда. Это выглядит как косячок. Слушай, ну тут опять Майка Джилл, то, что мы четко считываем ее вот плечевой сустав, не, конечно, вот подсвечивает все вот эти проблемы. Опять же, если была какая-то более закрытая штука, наверное, это бы не так резало глаз. Да, пользуйтесь куртками. Если хотите пользоваться майками, вот, то следите, чтобы у вас вот не было ямочек. Здесь еще есть пару моментов как бы и про руки, и про анимацию. Я сейчас постараюсь быстренько по ним пройтись. На быстрой скейке понятно, что здесь не видно, но... А давай проиграем. Мы давай Смотри. проиграем, чтобы понять. Давай. Ага. Там вроде бы как бы все в порядке, но я-то знаю, что нет. Первый момент. У вас есть довольно крупный план, даже как бы лицо заблюрено, и крупный план на руку. Руку в таком случае надо бы прорабатывать. Да, быстрое движение вам все спрячет, но здесь предмет летит в руку сквозь палец. Я понимаю, что никому, кроме аниматоров, наверное, это не будет важно. Но короче, вот. А следующий момент это то, что вот мы все еще наблюдаем за рукой. Сейчас все внимание на руку. Мы уже подняли стекло. Это же стекло, да? Вот. Мы уже подняли стекло. Вот. И мы собираемся им атаковать. К этому моменту мы бы должны были его уже зажать сильно. Хват довольно легкий. Большой палец вообще не закрыт. Как бы нет ощущения того, что, как бы, что это прям будет борьба. И это не было бы придиркой в случае, если мы это видим где-нибудь в стороне, а основной фокус у нас на чем-то другой. Но это прям крупный план на руку, как бы мы сейчас наблюдаем за рукой, по сути, как бы все здесь. А вот это хорошо. Да, это а вот это вообще прям жир. очень хорошо. Я тут сейчас зайду на полянку Арсения, вот, про то, что мы здесь не видим, как происходит разрез за спиной. Это все ощущается очень хорошо. В плане, в особенности, резкое, широкое движение. Мы сначала видим руку здесь, и потом у нас резко оно проносится вот так. И это прям выглядит очень хорошо. Да, я безумно люблю этот момент. Опять же, и с анимационной точки зрения смотрится эффектно такой прям силуэт. Раз, бит. Шух, 2 бит. С точки зрения оптимизации трудозатрат, органика, щупальца, разрыв вот этой точки контакта, все перекрывает спина Джилл все это время. То есть это все происходит здесь. И мы лишь видим, хоп, эффект вот этого крови, всплеска VFX-овой. И уже дальше все, контакт, произошел разрыв. Но благодаря саунд-дизайну, вот этой классной динамике боди-механики Джилл, момент работает на все 100. Мы здесь прям все очень хорошо видим, еще освещение. И штука, которую зачастую стараются избегать, это вот такие вот штуки с пальцами, контактными, вот на переднем плане, и потом как бы соскальзывание руки. И здесь, не сказать, что прям сделано прям очень аккуратно и щепетильно, но в целом я бы сказал, что как бы спасибо, что такое есть, потому что это работа с пальцами как бы в целом очень сильно оживляет то, что мы видим. И они очень много привлекают внимание. Мы смотрим как бы зачастую либо на лица, либо на пальцы. Но если не происходит какого-то прям быстрого движения, как вот здесь у нас не происходит.
ничего быстрого. Мы смотрим на ее реакцию, на то, как бы, что она переживает, как бы, и вот нас в том числе как бы бросается в глаза именно рука, которая стоит здесь, и потом она ей соскальзывает. Хорошо, приятно, побольше бы такого. Okay. И снова классный момент со склейками. Не знаю, закладывали они это или нет, но вот в Unreal Engine я бы это использовал. О чем идет речь? Вот этот момент. Геймплейная сущность. Дальше постановочный момент с тем, что ее выбрасывает, запускается уникальная анимация, да. Чтобы удешевить вот эту склейку между геймплейным мувментом и вот этим запуском анимации, да, в Unreal Engine это, скорее всего, бы через блюмпринты мы запускали анимационный монтаж, то есть бац, взрыв, триггер, запусти анимационный монтаж на этом геймплейном персонаже. И вот такие вспышки, помимо того, что это просто классно эффектно смотрится, да, зрителя прям ослепляет, мы погружаемся в то, как персонаж что испытывает, да, неожиданно. Для нас неожиданно и для нее неожиданно. Еще такие вспышки — это отличный момент для склейки. Хоп, и уже она летит в нужной, эффектной для нас позе, и мы не видим, как она переходит из геймплейного момента в этот анимационный монтаж, да. Тут можно было бы, конечно, допустим, я это почему сейчас озвучу, у меня в одной из, так сказать, реальных рабочих ситуаций когда-то была мысль, а что, если бы тут использовать там рэгдолл, да, анимацию, то есть взрыв, дать физически корректный импульс, это опасно. Это, во-первых, трудно срежиссировать, во-вторых, это багоопасно, а в-третьих, тут можно добиться какого-нибудь эффекта из GTA, где смешно будет падать персонаж, поэтому лучше этого избегать. Но при этом здесь непростая анимация, очень динамичная, и поэтому такие вспышки в FX могут вот удешевить. Да, и если вы хотите, чтобы после вот такого вбрасывания персонаж на что-то опирался, как вот здесь, например, двумя руками опираясь и так далее, можно пользоваться рэгдоллом. Будет довольно много итераций, прежде чем вы добьетесь того, чтобы у вас это хорошо выглядело. Я перед тем, как перейду вот к этому очень классному моменту, вот небольшой офф-топ про геймдизайн. Мне очень понравился здесь вот такой небольшой обман ожиданий. Мы прям издалека, еще даже не подошли впритык к лестнице, уже подсвечивается интерфейсом, что вот точка интеракта, и игрок прям хочет нажать на нее, спешит к ней, и это классно усиливает вот дальнейший синематик момент. Бенч! Просто классно. Давайте разберем вот этот крышесносный момент. Здесь есть что рассказать. Вспышка, взрыв, куча ассетов. Вообще не успеваешь даже взглядеть, как приотачился Немезис к голове Джилл. Это все происходит моментально и, мне кажется, дешево. Но если что, Леша меня подправит. Я с этого момента горел просто жутко. Что... Я согласен, что перед этим как бы слом ожиданий геймплея это было прям очень хорошо. Я начну как-то с хорошего. Здесь все очень хорошо, опять же, как бы по позу. Вот здесь простой контур, сложный контур. Мы все это отлично видим, что происходит. Как бы. Но есть один момент, который даже не совсем, наверное, про анимацию, но в том числе. А что произошло? Он пробил кулаком стену, он выбил ее телом и потом схватил за голову. Там что-то взорвалось, и он в этот же момент выскочил оттуда. Я не очень понимаю, что произошло. Да, там взрыв, все и так далее. Но я понимаю, что у нас здесь буквально несколько кадров, за которые этот персонаж, он не выбрасывает оттуда руку. Он оттуда выезжает, как поезд. Точно. А потом внезапно останавливается. То, что как раз меня больше всего сбивает с толку, прежде чем вот происходит бросок туда, это то, что он выехал, у нас красивая поза, все кайф, все отлично, но
при той скорости, при которой он выскочил туда, ну, помимо того, что у Джилл должна была сломаться шея, это ладно, это духота небольшая. Здесь явно не хватает того, что при его скорости движения, как бы остаточного движения может быть там на эту руку сюда. Вот эта рука должна была бы точно еще сделать более резкое движение вперед. То есть сейчас у него рука двигается в сторону правого края, но она двигается, то, что называется, по moving hold, то есть довольно медленно. А здесь скорее должно было быть бум, резко, вперед-назад. Это как бы овершут, в общем, ну как бы аниматоры это все равно знают. Но и так как вот здесь этого нет, а нас просто как бы привезли в эту позу, что типа смотри, как красиво он ее схватил. И да, красиво схватил, вообще как бы вопросов нет. Если задаваться вопросом, типа, как он вот сюда вот так вылетел, выскочил и сразу вот в эту позу, есть очень странное ощущение. Я долго думал, как бы, что мне это напоминает. Значит, мало-мало кадров, основное движение происходит во время вспышки, и потом фиксация на позе. И тут я понял главный вывод, собственно, почему я здесь записываю вместе с Арсением все это видео, потому что Resident Evil 3 — это аниме. Именно такие тайминги со вспышками и вот такой движухой делают в аниме. Обычно, когда нам нужно показать быстрое, сильное действие, вспышка, самого движения практически нету, мы там ничего не видели, и потом красивая поза финальная, в которой они стоят такие. Ха! Но мне нравится. Это художественно очень круто работает. Слушай, ты отметил овершут, да? Есть инерция, да, у движения, когда он схватил и после удара вот этой стенки, прохождения через нее, немножко рука еще дернулась вперед, да, по инерции. Да. То есть у вас, когда очень сильный импульс, вам его нужно каким-то образом погасить. Вы либо как бы по инерции двигаетесь вперед, либо вы заваливаетесь, либо у вас как минимум та часть тела, которую как бы вы задавали импульс, если допустить, что он здесь все-таки пробивает рукой стену, потому что хватает он ее практически сразу. Рука должна инерционно двигаться еще дальше, с той же скоростью, а потом, раз он ее пытается удержать, после этого как бы он ее должен подтянуть обратно чуть-чуть. То есть сделать рывок вперед и потом немножко обратно. Тогда это было бы с точки зрения именно импульса и бодимеханики, это было бы более правильно, но у нас не было бы такой аниме красивой, статичной позы, где он держит ее за грудь. Я думаю, это осознанное решение со стороны разработчиков. Леша, ты вот сказал про сложный и простой контур, и еще использовал этот термин, когда мы изучали позу Джилл, да, вот здесь. Здесь мы заострили внимание еще на негативном пространстве, а возвращаясь к Немезису, можешь еще раз повторить про сложный простой контур на этом примере? Мы, если смотрим относительно персонажа, вот у нас вот основная линия персонажа, S-образно. И мы как бы от персонажа мы разделяем, получается, тогда как бы то, что мы видим с одной стороны, и то, что мы видим с другой стороны. И вот с этой стороны мы видим довольно плавную линию с одной стороны, но важный момент с вот здесь вот опять же силуэтом руки, который специально выставили назад. Она, может быть, и не должна была бы туда выставляться, но ее специально сюда выставили локтем, чтобы мы на силуэте эту руку считывали, что она есть вообще. Потому что если она спрячется за тело, то она как бы уже считываться не будет. И с точки зрения позинга это очень правильно. И здесь простой силуэт, и здесь у нас сложный силуэт. Давай даже Джилл тоже сплю, потому что это уже прям единое целое почти. Вот. Это всегда очень красиво, хорошо выглядит, и это можно и нужно использовать при построении какой-то сцены, если вы хотите делать, не знаю, какие-нибудь красивые кадры, красивые фотографии, еще что-то, вот, то если вы в особенности хотите там, где будет сложный силуэт, там будет точка внимания. Мы туда больше будем смотреть. То есть, если вы хотите, чтобы основное внимание было на объекте здесь, то вы здесь делаете какой-то сложный силуэт, но тогда вам не нужно нагружать внимание наблюдателя тем, что вот здесь еще происходит что-то. То есть, если он в это же время вот здесь будет, я не знаю, жонглировать бензопилами, вот, то это будет немножечко отвлекать. Я не знаю, вот как бы, а куда мне смотреть тогда? Мне смотреть сюда или мне смотреть сюда? И здесь как раз те, кто это все ставили под камеру, они очень хорошо понимали, куда они хотят, чтобы смотрел зритель и что они хотят показать.
думаешь насчет вот этого момента с броском? Смотрится очень эффектно, честно скажу. Давай. Мне нравится момент броска, но даже у меня есть вопросики в плане физичности. Что думаешь? Да, здесь хорошо, нам очень хорошо вместе с персонажами разворачивают нас вот туда в коридор, и мы, прежде чем бросок происходит, мы здесь опять же как бы вот эти вот все сильные силуэты видим, и видим направление движения, куда сейчас будет полет осуществлен. Вот это вот сделано хорошо. Дальше по динамике полета, в принципе, тоже неплохо, и да, там есть некоторые проникновения, мы сейчас не будем на этом зацикливаться, вот как бы пролет, кувырок, тоже по динамике неплохо, кроме вот этого момента. То есть она здесь летит, кувырок, и инерция пропала. Если вы хотите показать, что она сумела себя, например, остановить вот этой рукой, прямо резко инерция погасилась, дайте мне небольшой как бы качок туловища в эту сторону. Туловище сюда, и потом мы рукой оттолкнулись. Наклон в эту сторону, как бы, потому что нам еще нужно, помимо движения прямолинейного, нам нужно еще погасить вращение. То есть здесь должно было бы быть какое-то вторичное действие, которое нам показывало, как гасится инерция после вот этого большого мощного кувырка. Сам кувырок выглядит хорошо. К нему можно придираться, но не очень хочется. Он сложный, он красивый. У них прям были позы, в которых она должна находиться к определенному моменту. И они такие, типа, мы хотим, чтобы она была в этой позе. Чтобы она несколько кадров, пока камера крутится, была в этой позе. Вот мы хотим красиво ее облететь. Это да, это хорошо и правильно. Но как бы это не мешает вам оставить как бы вторичные действия, которые как бы будут показывать то, что как бы инерция гасится. Ты верно отметил насчет облета камеры. Но, в принципе, учитывая динамику происходящего, обилие визуальных эффектов вокруг, искры, вот это все, и с эмоциональной точки зрения, мне здесь это не так резало в глаз, на самом деле. Но замечание хорошее. Мне дальше очень нравится. Это, опять же таки, предположение. Моделируем ситуацию, вот как бы мы, допустим, сняли. Представим, что вся эта последовательность, какой-то сложный макап-тейк, вот или несколько. Был сложный дубль с броском Джилл в коридоре. Допустим, это было снято на тросах. Ее там на тросах бросает, она там падает на маты или еще что-либо. Все это, допустим, один тейк. И здесь происходит падение вниз по вертикали на несколько метров. В условиях даже дорогой студии это очень сложно. То есть тебя бросили горизонтально, еще потом должны пробросить вниз по вертикали. Представим, в более бюджетных условиях это практически невозможно. И в чем тут классная оптимизация? Удешевление. Момент, когда вот она кувыркнулась туда, и затем резкое падение, мы вообще не видим ее фазу движения. Все, она практически настолько резкое, динамичное движение, столько VFX, дымки и прочего, что мы даже не успеваем разглядеть, как она падает вниз. Мы уже видим ее финальную позу. То есть на макапе, я предполагаю, она просто находилась в той же самой позе. Вот на этом этаже после падения на тросах, там на мат, потом кувыркнулась. И в момент, когда проломился пол, и она упала вниз, из-за того, что на motion capture сессии нет возможности там 2 метра вниз отыграть, упасть, она просто, актриса, имитировала там движение типа... Или чтобы показать лишь финальную фазу, что она упала. А дальше за кадром это попросту персонажа там телепортировали по трансформу резко вниз. Это рабочая история. Я, конечно, надо признаться, не с первого раза, но потом я уже начал замечать, что оператор, да, как бы следует за тем, как они падают вниз, и мы при этом видим, как падает Немезис, а Джилл уже находится здесь. Здесь именно немножечко как бы ломается как будто бы логика, последовательность того, как это должно было происходить, потому что он проламывает пол, он своей тушей падает вниз, она находится немножечко сбоку и, по идее, падает после него. То есть, если мы видим, как падает он, то, по идее, мы должны видеть и как падает она после него. Но ладно, такие штуки, я думаю, мы оставим Naughty Dog'ом. Это все-таки уже докапывание до мышей. На самом деле, да, потому что она банально объекты легче, и с физической точки зрения она должна была с опозданием упасть.
Я никак не мог понять, почему вот этот момент с вырыванием стенки не работает, потому что, с одной стороны, нам вот здесь и все отлично показывают. Вот он прям берет ее, нам проанимировали руки, как он ее хватает. Мы в это время же, опять же, как бы еще по силуэтам все хорошо срабатывает. Вот он ее прям вырывает на себя. Я, может быть, чуть дольше бы подержал на нем камеру, чтобы мы могли полностью видеть, как он вот это вот рванул тяжело, мощно. Вот. Но нам это показывают. Но при этом, сейчас я еще раз запущу, не ощущается, что там произошло что-то такое мощное, массивное и так далее. И проблема только в одном, и она не в режиссуре, и она даже не в анимации. Где мощный звук вырывания стены? Подожди, давай перепроверим. Он как будто с Он опозданием. книжку с полки достал. Да, как будто по саунд-дизайну звук опоздал. Да, и он тихий, а я хочу, как бы, я нахожусь рядом с объектом, где вот вырывает кусок стены. Это должно быть громко. То есть это должно быть на уровне того, как когда он, например, ударом проламывает стены. Может быть, на самом деле, конкретно в этом отрезке, который мы смотрим, там что-то забаговало и не проигралось, это сильно смазывает ощущение. Хотя во всем остальном, как бы, сделано хорошо. У меня есть предположение, что, возможно, это такой баг со звуком, что он с опозданием, потому что дальше слышен... Вот этот звук. И, возможно, оно опоздало. Но, тем не менее, замечание важное, то, что даже когда есть классная анимация, хорошая работа с камерой, если по звуку не докрутили, это намного хуже. Потому что здесь вот, например, даже при всем том, что тут аниме произошло, по звуку, блин, ну вообще сок просто. Да, Просто сок. да. Мы рядом находимся с местом, которое взорвалось. Мы слышим, как этот взрыв происходит. Здесь мне, кстати, что нравится, это вот этот момент. Еще доигрывается вот этот дубль синематик анимации, да, катсценовый, мокап вот это. Оп. И, опять же таки, благодаря сету я бы в Unreal Engine прятал вот этот момент. То есть здесь бы доигрывался вот этот мокап, катсценовая анимация. Чук. А сет перекрывает позу, дальше уже геймплейно. Но на самом деле здесь видно, что если вот прям покадрово отыгрывать. Оп. Там есть стык. Это... Они Есть. чуть-чуть опоздали с перещелкиванием. То есть они, похоже, делали именно так, как ты говоришь, и подходили к вопросу правильно, но что-то опоздали, короче, с местным стыком. Потому что, да, там перещелка позы происходит. Ковыляем, беги! Да, финалочка. Ох, ну тут прям все приемы использовали. Обожаю ребят этих. В общем, мне прям очень нравится, это сейчас без сарказма, вот, как она выползает здесь. Очень красивая поза, очень все хорошо, все подчеркнуто. Мы прям все видим. Все пальцы, каждый палец вытащили на силуэт, господи. Поджали коленки. Здесь я хочу еще некоторый такой-то итог подвести по камере, потому что я его заметил, собственно, в общем, только здесь. Камера все время работает, мы много тут хвалили камеру, она работает как некий живой аспект, как взгляд. То есть, и часто переключается именно в том формате, что как бы мы смотрим, что у нас с героиней, и потом, куда смотрит она. Угу. Даже ее взгляд Поэтому здесь имитируется. раз, быстро, и потом она видит, что как бы проход заваливается, поднимает взгляд чуть выше и видит, что там камни падают сверху, все. И потом уже все. Вот она успокаивается, и камера медленно отъезжает. И на протяжении всего этого отрезка, я думаю, как бы если другие сцены разбирать, там тоже это будет, с нами практически все время так делают. И это классный подход, что нам показывают, что с персонажем, показывают его эмоции, его переживания, как бы что с ним происходит, его реакции на какие-то события, а потом отворачивают камеру на то, как бы куда смотрит персонаж, и тем самым давая нам полноценную композицию, что происходит в сцене. Очень много хорошей, качественной работы с камерой, с позами, иногда в ущерб даже каким-то вторичным движениям и анимации. Слушай, ну неужели тут не без приколов? Вот. Как тебе выход из геймплея? Мне очень нравится то, что нас подхватывают.
То, что он опирается вот так кинематографично в эту стенку, и мы в геймплей именно выходим из этой вот позы. Это очень хороший выход из геймплея, но я сейчас, секунду, я один момент буквально, я прорусь, ну господи, ну что это такое? Вот это! Ну, типа, ребята, ну, как бы, ну, у вас же это прям все как бы подготовлено. Вы точно знаете, где стенка. Вы точно знаете, на каком расстоянии она встает. Ну, как бы, ну, можно же сделать вот без проникновений. При том, что, как бы, вот здесь, пока она поднимается, все очень хорошо. Скорее всего, там произошел какой-то бленд. Вероятно, была анимация как бы проходки вдоль стены, где, как бы, она касается стенки. И момент, когда заканчивается, собственно, анимация, где еще управление не дают, когда она поднимается. В этот момент, если ты задаешь ей движение, происходит некрасивый бленд, и где-то руки отлетают, где-то проваливаются. Даже, наверное, вопрос как бы к именно тех анимациям, встройке и вот тому, как это можно сделать лучше. С проникновений в резиках орут до сих пор, даже как бы когда сейчас Реквием выходит. Ну, вот. Но ладно. Переводим на язык Unreal Engine, допустим. Здесь был вот этот... Была катсценовая сущность на катсценовом секвенсоре, да. Оп, камера развернулась, склейка. И чтобы нам дальше с геймплейным сущностью состыковаться, вот здесь уже, скорее всего, она и есть. Но запускается анимационный монтаж с какой-то записанной готовой анимацией, чтобы она вот встала художественно корректно, как нужно. Но в этот момент, видно, происходит переключение чисто на мувмент геймплейный. Четко помню, что здесь я прям прожимал вперед, и она вот, опираясь на стену, и проходила, и переходил уже в обычный мувмент с раненым айдлом. Можно было бы сделать небольшой обман. Мы ее подняли еще как бы в синематике, в катсценке. Дальше мы отдаем управление. Мы его отдаем не прямо по-честному, что как бы ты ей задаешь движение вперед, и она начинает двигаться вперед. А просто, что в момент, когда игрок нажимает ввод какого-либо движения, да, допустим, здесь вперед, в данном случае это будет срабатывать как интеракшн со стеной, где мы проигрываем кусочек анимации, пока она четко, красиво проходит вдоль стены, и полностью уже отдаем управление только в тот момент, когда она уже выходит на середину вот этого вот переулка. Так, наверное, можно было бы вот избежать вот таких вот багов. Вот не совсем честный, хитрый ход. Вообще вся эта секвенция, это просто энциклопедия. Я это все время в каждом выпуске говорю, а мы другое не рассматриваем. Давайте вот просто пробежимся еще раз. Даже в финальном вот этой сцене. Первое, опять же таки. Запоздалая камера, скрытие персонажа. Позволяет где-то сэкономить на сложных анимациях. Поменять сущности катсценовые на геймплейные. Плюс удешевление VFX производства. Да, там сложную разрушайку нам не показывают. Она не так важна. Достаточно искр, партиклов в виде статик мишей, камней, которые отлетают. Нам важнее эмоции, что переживает героиня. А потом мы уже оцениваем. Даем важную информацию для игрока. Все, проход закрыт. Немезис, главное вот этот монстрила, не пройдет. Упрощаем разрушайку. Также важные моменты. Хотите запускать катсцену с бесшовной камеры, переход из геймплейного, да, камеры в катсцену. Давайте четкие точки для того, чтобы запустить этот синематик момент. Это может быть какой-то интеракт, что классно, потому что игрок сам запускает эту сцену. Это может быть какое-то узкое пространство, вот как здесь это было, да, вот этот bottleneck, так называемый, где легче подхватить камеру, нежели если это будет какое-то обширное пространство. Используйте, пожалуйста, VFX на полную, это удешевляет всем производство. Имею в виду VFX не сложную разрушайку, а такие вспышки, взрывы, они помогают вам склеивать анимацию, незаметно запускать катсцену и при этом сохранять то самое ощущение бесшовности. Также не забывайте про ритм, это и про режиссуру, и про анимацию. Используйте живую камеру, живого оператора. Во-первых, это добавляет реалистичности. Во-вторых, это позволяет, опять же таки, скрыть какие-то сложные моменты с точки зрения анимации, VFX. Ну и просто добавить вот этой живости, что вы часть вот этой ситуации. Ну и, конечно же, мне очень нравится, это уже про коллабу тесную анимации и синематики. Это работа с камерой не только в плане движения, но и то, как изменяется оптика. То, как резкое изменение, зум-ин, зум-аут могут усилить где-то удар, бросок и так далее. Что думаешь, Леш?
Главное, все как бы свои прекрасные креативные решения, которые у вас появляются для того, чтобы улучшить, облегчить процесс, не забывайте общаться, синковаться с коллегами, чтобы все о ваших прекрасных задумках знали и не пытались тогда как бы делать дополнительную работу, которая, в общем-то, не потребуется в таком случае. Если уже анимация сделана, и аниматоры потратили несколько дней на анимацию палец, там, не знаю чего, лица и прочее, и вы такие, блин, было бы классно в этот момент запустить на весь кадр ассет или перекрыть анимацию, пожалуйста, не делайте так. Если хотите что-то где-то удешевить, закладывайте это заранее на раскадровке или на аниматике. Пока еще не записано motion capture анимации или не почищено. Ребята вам скажут только спасибо. Вы можете так сделать, но мы будем не рады. Все, ребят, всем спасибо. Всем спасибо, и до новых встреч. До новых встреч. Что? Ты дошел до самого конца? Ты огромный молодец. Спасибо тебе большое. Я не знаю, кто тут еще остался там, а? Ау! А если остались, ну обалдеть не встать. Вы мои герои. Я надеюсь, это было вам полезно. Мне давно хотелось поэкспериментировать с этим форматом и пригласить уникального гостя. И не просто коротко разобрать какую-то тему, а прям неспешно проанализировать в таком живом формате, в формате диалога. Да, длительность огромная, но зато открылось много интересных вещей, которые даже я сам не знал по ходу этого диалога. Напишите обязательно свой фидбэк, мне будет интересно почитать, если хоть кто-то досмотрел.